А почему ты в раковине стираешь? Ты вообще где сейчас находишься? В Китае. Ага. Стиральной машины нету. Всем привет, дорогие друзья из Анзи. Сегодня у нас важный день. Мы выбрали у одного из производителей 3 сорта Анзи байча. И сейчас мы отбираем оттуда большие листики. Ну или хуанпьен, тут тоже можно так назвать, то, что нам не нравится. Чаек очень ароматный. Взяли 3 категории. Попроще, средний и идеальный. Вот, который здесь еще называют хуанзинья или, значит, желтая золотая почка. Вот это вот классический Анзи байча, белый чай из Анзи. Он внешне хоть и выглядит как зеленый, но при заваривании раскрываются такие белые, очень красивые флеши. Вот. Очень ароматный, очень такой цветочный, нежный, тонкий. И, кстати, очень долго сладкое послевкусие держит. Весьма, кстати, оригинальный и от других белых чаев довольно сильно отличается. Сейчас, надеюсь, доедем до фабрички, посмотрим, как же его делают. Упаковать. Обычно в регионах, где занимаются белым, зеленым чаем, ну также и красным, кстати, тоже очень часто заваривают в таких стаканах, не в гайване. Хотя, конечно, встречаются некоторые любители гайвани традиционного заваривания, но чаще всего это обычно стакан. То есть, причем часто заваривают так, кладут очень небольшое количество чая, заливают совсем чуть-чуть кипяточком для того, чтобы почувствовать аромат, который сразу быстро выходит. А потом после этого уже добавляют воду. Причем есть такая привычка, еще часто вот ты еще даже не допил, доливают воды еще. В принципе, конечно, такое заваривание, оно может составить представление о чае, да, может почувствовать его аромат. Особо это красиво для почных чаев, то есть видно, как пляшет чай. Но все-таки по нашему опыту, конечно, дегустация любого светлого чая, и зеленого, и белого, вот, идеальный, конечно, вариант гайвань. Да и, в общем-то, большинство сортов чая правильно заварить и понять гораздо лучше все-таки, когда ты внимательно завариваешь, а не просто так. Но, тем не менее, все равно стаканчик тоже лучше, чем просто там как-то так совсем невнимательное заваривание. Но зато в стакане очень хорошо видно лист. Вот, в стакане очень хорошо стекло отдает аромат сразу же, то есть тут же понятно, какой чай. В принципе, такое оценочное суждение некоторые сделать можно. Выбрали мы 3 Анзи байча, как я уже говорил. Значит, один это хуанзинья и 2 Анзи байча. Один байча такой тайгича, другой гаошань высокогорный. Отличаются они, прежде всего, конечно, ароматом, но и длительностью послевкусия, и некоторыми нотками вкуса. Анзи байча, один гаошанча, они похожи. Вот, гаошанча, он немного более тонок, такой более многослойный, скажем так, аромат, который играет нотами, не такой плоский, как у просто обычного Анзи байча. А хуанья, он уже такой вот
другой чай немного, скажем так. И у него же немножко такие хлебные нотки местами присутствуют. То, что можно интерпретировать. То есть не просто так вот вкус, который играет от заварника к заварнику больше. Но мне кажется, что коллекция получилась очень неплохая. Вот, будем пробовать дальше.手工制作的话，基本上是都停下来了。应该再说。做哪个牌子的？我普茶，那个是很冷，正好喝茶。Сейчас тут небольшой лавочник, который занимается бамбуковыми изделиями. И интересно, говорит, сейчас, говорит, у меня, говорит, товара очень мало. А говорит, а почему мне товара мало? Потому что сейчас все собирают чай. А когда чай уже весь собрали, то, в общем-то, да, Ярик, это тоже для сигарет, нам это не надо. А когда весь чай собрали, они, соответственно, начинают плести корзинки. Вот, поэтому говорит, сейчас у меня, говорит, все, вот нет ничего. Они уже целый месяц, говорит, чаем занимаются, жалуются на чай. Вот, то есть каждый занимается своим делом. Но что здорово, то что, да, здесь местные не скучают. Чай собрали, что делать, как зарабатывать? Идут корзиночки. Она очень маленькая. 然后发条链接我。今天去是吧？对，先买票。你去合肥。你中文讲的蛮好的。Мы приехали в самый последний день производства Адибайча. Сейчас уже все, начинается скоро сезон дождей, и сегодня действительно последний день. То есть некоторые заводы будут делать еще, может быть, завтра, послезавтра, но сегодня уже все. Сегодня у нас, по-моему, 22, если не ошибаюсь, 22 апреля. Вот, то есть все, последние даты. Как я уже говорил, на севере очень строго все с датами. Там уже здесь погода как бы действительно попрохладнее, и все так, скажем так, традиционно. То есть цинмин чай, строго на цинмин, значит, потом, значит, начинаются хлебные дожди Гуюй, до них все, производство сворачивается. Поэтому сейчас все, так, как говорится, на таком уже выдохе находятся. Здесь делают Адибайча, и здесь делают еще второй сорт Хуандинья. Вот золотую желтую почку.
Вот. Соответственно, здесь происходит выдяо, там происходит стряхивание, одновременно с этим обжарка. Вот. Производство на станках. Здесь не ручное производство, завод довольно большой. Вот. Сейчас немножко посмотрим поподробнее. Как у большинства сортов чая, первая стадия после сбора, после того, как чай принесли сборщицы на завод, это выдяо, то есть выход первичной влаги или такая первичная природная сушка. То есть просто используется либо максимум еще такие вот вентиляционные такие вот небольшие, значит, как короба, да, либо просто раскладывать. Конкретно в зеленом чае андибайча в основном всегда используется короба. Вот. Здесь, собственно, сушится андибайча, а здесь очень редкий сорт, который собирается очень мало, и даже видно по количеству, собственно, сырья на заводе. Здесь всего 3 таких поддона Хуаньцзинья. Золотая желтая почка. Вот. Это другой сорт, он более глубокий, более тонкий, более нежный, считается ближе немного по свойствам к желтому чаю. Вот. Хотя, в принципе, строго говоря, его могут называть, бывает и зеленым, бывает тоже относится к андибайча. Вот. Здесь местные скорее склонны его все-таки называть белым. Хотя мне кажется, что он довольно сильно отличается от андибайча. Следующая стадия после выдяо – это обжарка. Обжарка здесь происходит на такой автоматизированной линии. Конкретно вот эти вот встряхивания, одновременно обжарка, она происходит на газу. То есть здесь будет газовая печь, внизу как раз подача газа. Здесь сразу одновременно работают 4 станка. Они автоматически, вот там идет, значит, линия, на которой сбрасывается готовый чай. Кстати, на производство лудзина и некоторых других чаев, когда он делается механическим способом, туда еще бывает кладут валики, которые делают чай более плоским. Андибайча плоским не делают, поэтому здесь как бы валиков нет, просто происходит одновременно встряхивание и обжарка. Вот. Но сейчас конкретно вот работница сбрасывает, значит, чай туда на линию, потом он попадает туда на подносы. Чай еще имеет немного влаги, поэтому финальная стадия после обжарки – это сушка. Собственно, чай подходит сюда, сам, автоматизированная линия, так как, кстати, обычно на маленьких заводах это один станок, то сразу несколько. Вот. Чай ссыпается в поднос берут, ставят сначала на такую стоечку, вот, а потом со стоечки уже идут в следующей стадии. Ну, сейчас выгружают чай. Цикл буквально около 7, может быть, 10 минут сушки. После этого уже получается готовый маоча, то есть чай еще после этого выбирают туда мелкий сорт. Вот, и, в принципе, чай готов. Сейчас как раз загружают следующую партию. Здесь это написано Хунбэй Тисянди, что означает выпекание, то есть запекание. Тисян – поднимание аромата, подъем, повышение уровня аромата, и Дзи, собственно, машина. То есть машина, которая через выпекание поднимает уровень аромата чая.
Вот. Конкретно так вот можно литературно перевести. А внизу написано, что государственный план, 25-летний план технической поддержки. Вот. Не знаю, что это означает, но, скорее всего, имеется в виду, что государство как-то спонсирует либо производителей, значит, этих станков, либо спонсирует фермеров, которым выдаются эти станки. После того, как весь Андибайча сделали, засыпали, собственно, тот самый Хуанзинья, которого всего лишь 3 маленьких небольших подноса. Вот, сейчас уже, вот, смотрю, очищают соседний станок, подготавливают еще там 2 подноса. Первый поднос уже высыпали. Вот, сейчас, естественно, это обрабатывают полностью отдельно. Вот, уже все, финальная стадия, то есть сейчас завод заканчивает свою работу. Мы, собственно, все, последний день производства и последние даже уже минуты производства чая в этом году. Несмотря на то, что уже скоро ужин, чай все еще собирают, и связано здесь, что прежде всего с тем, что действительно сейчас самые последние уже все дни производства, 1-2 дня и все. И, собственно, сезон здесь тоже довольно короткий, то есть самый лучший год это может быть 20-22 дня сбора чая и все. Кроме того, здесь также нету ни летнего чая, ни осеннего чая, там ничего такого. То есть только один раз весенний сбор чая и все. Вот. Именно, кстати, поэтому в остальное время дня здесь многие занимаются там плетением из бамбука, еще чем-то, потому что надо же что-то делать. Вот. То есть всего лишь 1 месяц в году слишком мало работы для трудолюбивых китайцев. Еще, кстати, интересно, здесь такие низенькие кустики, особенно на контрасте это воспринимается после того, как мы приехали из Юнани, где там специально люди строят всякие лестницы, там прикладывают всякие бревнышки, чтобы можно было забраться на дерево, а тут, наоборот, приходится садиться практически вот между кустами. Сейчас бабушка просто сидела, значит, между рядами для того, чтобы было удобно собирать, потому что кусты очень небольшие. Кроме того, кстати, здесь буквально вот после того, как чай собран, то есть финальный сбор прошел, все, значит, подрезается почти под основание, веточки одни остаются, почти вся зелень срезается у куста, и все, до следующего года его уже никто не трогает. Здесь, кстати, очень красивый вид открывается на местную речку Анди, называется Уйтинхэ, соединяется с озером Тайху, который находится севернее, и там неподалеку как раз город Исин. Вот, тут все так довольно компактно в этом регионе. Река, кстати, до сих пор активно используется для транспортировки таких особо крупногабаритных грузов, несмотря на то, что уже такая разветвленная сеть дорог, там Гаотье, там все есть, но все равно по-прежнему ходят баржи, он причем так очень активно, пока мы тут буквально 10 минут, их уже несколько штук туда-сюда прокурсировало. Вообще здесь в Хуанзи, конечно, очень приятно, есть небольшие холмики, есть высоких гор нету. Но, тем не менее, все равно есть термин гаошань, высокогорный. Вот, то есть гаошаньча в данном случае это может быть чай там, с высоты 500, там, 400 метров. Они тоже иногда могут называть его гаошань. Вот так вот выглядят кусты после подрезки. Когда уже финальный сбор закончен, срезается, как я уже говорил, больше половины куста. Вот видно, какой высоты срезается, значит, побег. Вот. То есть практически весь новый побег, даже больше. Вот, то есть, если взять высоту куста, то, в общем-то, то, что срезается, оно по высоте примерно столько же от основания остается. Вот, поэтому такие получаются куцые кустики. Вот, но их целый год никто не трогает, они потом активно дают рост и дают уже свежий побег, который будет годен для сбора в следующем году. А вот так вот выглядят кусты на плантациях Хуанзинья.
видно, какие они такие маленькие. Они мне чем-то почему-то напомнили, именно если сравнивать с такими кустистыми, мощными кустами андибайча, которые гораздо больше сырья, такие плантация такая более плотная. Примерно похоже можно сравнить, например, с тем же Жоугуем, Вуишань и Байдигуанем, которые тоже такие очень маленькие, малое количество побегов, кусты растут гораздо реже. Вот. Тут тоже самая сытная история, то есть сырья значительно меньше, чем сырья, значит, с андибайча. Они вот очень яркого такого желтого цвета, видно, здесь, кстати, только что был сбор. То есть вот остались листики, но вот самая почка, два листочка были собраны. Мы как раз только что на заводе видели, как их обрабатывают. Этот чай считается более элегантным, еще более, как они говорят, еще более светлым, то есть еще более красивым. Прежде всего, они говорят про внешние качества, когда вот с фермером общаешься. Уже сложившейся традиции, я всегда пробую листик. Люблю пробовать молодые флеши, потому что по вкусу тоже можно сделать некоторые выводы. Конкретно здесь мне захотелось применить юнаньские рецепты приготовления всяческих блюд, салатов из чая, потому что очень сладкая почка, абсолютно никакой горечи, то есть прям реально вот напоминает вкус такого нежного салата, даже может капусты какой-то. Сборщицы принесли только что последний уже сбор вечерний чая. Вот. Ну, как хозяин фабрики говорит, ну, этот чай уже так простой, потому что сейчас уже это последний сбор, фу-чи-ча, так они его называют. Вот. И очень большой лист, крупный, то есть он такой уже считается самый такой обычный, очень обычный андибайча. Вот. А самый качественный, конечно же, цельнинный, там размер почки примерно вот такой. Вот. Это считается самый высокосортный. Ну и, конечно, цена у него совсем другая. Работа работой, а ужин по расписанию. То есть, прям вот я заметил, чем севернее, тем ближе к традиционным как бы границам Китая, то есть там к южной столице, к Ханчжоу, значит, к Пекину, тем как бы все четче. То есть вот 5 часов ровно, сейчас вот 5:03. Они все пришли, сгрузили чай, вот как вот организованно, и сели кушать. Вот, хоть убей, все должно быть именно строго так. Здесь на двух коробах рассыпали и подготовили к вэйдяо, к первичной сушке 70 дзиней, 35 килограмм свежего листа. Чтобы собрать это 35 килограмм, больше 20 сборщиц работало почти 5 часов. Поэтому и видно, сколько требуется труда для того, чтобы собрать, казалось бы, такое небольшое количество свежего чая. Естественно, готового чая из этого получится значительно меньше. Деревья, которые находятся сзади меня, это деревья османтуса, гуйхуа по-китайски. И здесь в августе, когда начинает цвести гуйхуа, просто невероятный стоит аромат. Хочется еще раз это как-нибудь вкусить, вот, потому что сейчас как бы так непривычно смотришь на гуйхуа, а аромата нет. Владелец завода нас тут специально проводил показать такой маленький садик цветов, где он выращивает такие редкие виды орхидеи. Говорит, вот здесь вот один тоже из видов орхидеи. Специально такие вот кадочки. Кстати, в Исине тоже подобных очень много делают. У него такой небольшой садик, вот, где много-много бонсаев, цветов.